я фанат BMW, как многие знают. Она на 950 сил. Мотор этот был снят с машины с пробегом 300 тысяч километров. Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня я хочу вам рассказать про один очень амбициозный проект и про его владельца Дениса. Встречайте, Денис и его дизельная пушка-гонка «Петарда». Денис, почему именно машина марки BMW и именно в этом, мать его, кузове? Во-первых, я фанат BMW, как многие знают. Во-вторых, это достаточно легкий кузов, короткая база, унифицированная, скажем так, ходовая часть, которая подходит от той же тройки. Какие категории ты заявился сегодня? Едем в DDL 1112, едем в Street RVD с полностью собранным салоном, и едем в Pro RVD с разобранным салоном. Ребята, 6.3 AMG, задний привод на компрессоре, соперник очень мощный. Денис победил. Время 11:16. Ну окей, хорошо. Единичка, купе, малый вес, короткая база. Ну реально как бы, ну это очевидно, понятно. Почему этот гребаный дизель? Почему не бензин? N20, N26, N55. Изначально, конечно, рассматривался легендарный наш B58, но потом, взвесив все за и против, учитывая то, что в Украине у нас на дизелях, можно сказать, вообще никто не ездит, по крайней мере, быстро. Поэтому выбор пал все-таки на дизель. Сделать его фановый, сделать его быстрый, сделать быстрый бензиновый двигатель, это не просто, но во всяком случае проще, чем сделать быстрый дизельный проект, который будет ехать на уровне 1000 сильных бензиновых турбовых машин. До знакомства с Денисом, честно, я не думал, что на дизеле можно гонять. Я всю жизнь был уверен, мне также самый папа это говорил, что дизельные машины созданы для экономии. Для какой нахрен экономии созданы, ребята? Это дизельная пушечка, вы сами видели, как она валит. В принципе, в этом и была самая основная идея – удивить народ, не быть таким обыденным, скажем так, как просто купить с Америки битка за 20 тысяч долларов, зашить его и ехать свои 11 секунд. Ребята, сейчас будет заезд с Волгой. Волга на 2GZ. В машине порядка 1000 лошадиных сил, громадная турбина.
а готов погонять сегодня? Конечно, готов. Видел своего соперника дизельного денчика 3-литровым мотором? А мы спиртовые. Понял, понял. Сколько сил в Волге? Под косарик. Под косарик. Ну давай, Володя, удачи. Кстати, когда ты к нам приедешь на канал, скоро? Скоро. Вот сейчас откатаем. Дай бог, что все будет нормально. И приедем к вам в гости. Волга победила 10.76. 10.76, ты веришь? Волга. поехал 10.945. Ребята, 0.2. советская Волга поехала 10.76. Я в этом просто не верю. Но я болел за Денчика. За Денчика. Денчик поехал на 2 сотки хуже, но это тоже крепко. Мои поздравления, красава. 10.76, хороший результат. Победитель. Денчик со вторым местом тебя, красава. Ребята, в любом случае, только подумайте, дизельный автомобиль, дизельный. Соревнуются с 2GZ на всем заряде. Это действительно мощно, я считаю. Чемпион! 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 Браво, бля! Пару слов. Напомни, что у тебя доделалось по Волге с прошлого раза. С прошлого раза поменялся кулек, чуть-чуть больше поставил. И поменял гидротрансформатор. А какая турбина сейчас стоит? Турбосистем. На сколько сил примерно? Она на 950 сил. То есть сейчас она ехала фактически на 950 сил. Ну, можно еще вдуть. Я скажу вам, что будет происходить далее. Далее Денис попадает в другую категорию. В этой категории он взял 2 место, проиграл всего лишь Володе из Николаева и его отечественной Волге. Сейчас Денчик соберет салон и поедет в другом классе. Я думаю, что будет не менее жарко. Не переключайтесь. Расскажи, пожалуйста, что ты всунул в этого монстра? Давай я тебе сейчас открою капот, все покажу. Я установил сюда 3-литровый дизельный мотор с E90 330D. То есть это Николай 57. Этот мотор прославленный, якобы там ломучий, небезопасный, двигатель, которого все боятся. Так, стоп, подожди. Скажем так, это еще раз твоя амбиция, да? Вторая. Ну да. Во-первых, неедущий дизель. Во-вторых, максимально ломучий двигатель. Знаешь, что это мне напоминает? Это мне напоминает эти гребаные моторы N26, на котором я откатал полсезона и ничего не сломалось. Будет время, и на N26 сделаем 9 секунд. Так, окей. Это мотор с одной турбиной от 330 BMW. Почему ты не взял за основу двигатель на 2 турбины N57? В принципе, в прошлом году у меня был проект E60 535 дизельная на 2 турбинах. Хотелось попробовать на одной, так как все крутые, в принципе, драговые проекты, те же бензиновые, они все на больших синглах. То есть я сейчас остановился пока на турбине гибридной в стандартном корпусе. То есть внешне турбина выглядит как, не выглядит, она есть заводская, то есть просто с увеличенной крыльчаткой и холодной и горячей частью от компании Turbo Systems. Так, стоп, я понимаю, о чем ты говоришь, но наши зрители точно не втыкивают, о чем ты ведешь разговор. Давай конкретно. Ты взял турбину, отправил на доработки, там расточили холодную, горячую часть, поставили увеличенные крыльчатки, Да, верно? Да, компания Turbo Systems. Вот, то есть у нас тут установлены форсунки впрыска водометанола, вот, и заготовочка под закись. То есть это уже будет, пока еще с закисью не ездил, но в планах уже на следующем этапе ехать с закисью.
Значит, дальше по мотору. Мотор весь абсолютно заводской, без какого-то колхозного тюнинга, все детали, ну, то есть вы можете их заказать в любом официальном BMW дилере. Ни валы, ни портинг, Нет, ничего. Все заводское. Голова даже не поднималась, снималась клапанная крышка, менялась прокладка, сальник передний, задний коленвала, полностью поменялись вкладыши, шатун, корень и цепи. То есть мотор этот был снят с машины с пробегом 300 тысяч километров. Блин, это же серьезно? Да. И после 300 тысяч мотор держит такие издевательства? Да, держит. Ну, главное правильно все обслужить. Многие говорили, что этот мотор до первого газа в пол, и он рассыпется. Так он должен был рассыпаться еще, наверное, Да, на 100 тысячах. У всех такие легенды, что там вкладыши проворачивают и так далее. Просто нужно вовремя обслуживать машину, менять шкив коленвала. Шкив коленвала стоит уже от 50D, то есть это упрощает нашу всю. Так, хорошо. Я вижу маслопомойку от наших друзей SSG. Также я вижу, ты поставил холодный впуск, купил вот такую вот тюненную фару, либо сами изготовил на... Сами сделали, просто купили разбитую фару и немножечко продырявили ее. Что ты сделал по 340? Stage 3. Сколько сил у тебя в 340? До 600. До 600, да? Плюс-минус. Ребята, Денис приехал 10,8. Очень хорошее время, победа. Друзья, прежде чем мы продолжим сегодняшнюю гонку, я хочу познакомить вас с сервисом, который называется CarVertical. Это сервис для проверки автомобилей по ВИН-номерам. Если вы хотите приобрести себе автомобиль, пригнанный из США, либо из Европы, вам же нужно с чего-то начать. Внимание на экран, сейчас все покажу. Вы сами видите, что на фото машина очень красивая, нарядная, как с иголочки, зазоры в порядке. Как понять, реальный ли пробег, какие были повреждения у нее и не было ли с ней каких-то других проблем. Все очень просто. Сейчас вам покажу. Берете у продавца ВИН-код, вбиваете ВИН-код в сервис CarVertical и получаете на руки полную историю по данному автомобилю на предмет пробега, ДТП и был ли автомобиль в угоне. Вам прекрасно видно, да, в каком состоянии был автомобиль куплен в США и в каком состоянии автомобиль продается сейчас. Устроит ли вас такой автомобиль или нет, решать именно вам. Таким образом вы сможете обезопасить себя от некачественных автомобилей и нечестных продавцов. Ссылка на сервис CarVertical будет в описании к сегодняшнему видео. Ну а мы продолжаем. Поехали! Хорошо, скажи мне, пожалуйста, на каком надуве ты ездишь? Ну, пока остановились на 3,3 бара избытка, то есть это, грубо говоря, с учетом атмосферы 4,3. Хорошо, а как ты смог это и чем настроить? Но у нас стоят заводские мозги, то есть никакого тюна, все заводское, оригинальное. Просто сделали программное обеспечение под все это дело, и так вот она едет у нас. Форсунки родные? Форсунки родные от F-серии. Дизельные? Дизельные, да. Ага. Денис, помимо форсунок, что-то по топливной системе еще доработано или нет? Смотри, вся топливная система, повторюсь, заводская. То есть ее можно купить в магазине и установить на свою машину. Топливная система – это оригинальные форсунки от F-серии 50D, также и ТНВД. Датчик в топливной рейке также стоит от 50D. Заводской, ну и все, остальное все у нас стандартное, то есть никакого там жесткого тюнинга, растачиваний, распылителей и так далее, то есть все OEM запчасти. Денис, кто все это настраивал?
Настраивали мы, компания Limboost, вот, то есть машина настраивалась довольно-таки долго, вот, маленькими шажками шли к результату, но в итоге пришли вот пока на данном этапе это вот максимальный безопасный конфиг для нашего времени. Давайте подведем итог. Мотор сток, Денис поставил увеличенную турбину, другие форсунки, маслоприемник, доработал charge pipe и продумал охлаждение. Все это настроено на родных мозгах, и как оно едет, вы сами ранее видели. Пару слов о тачке. BMW 340, задний привод, 700 сил ориентировочных. Но сейчас немного подсдули, потому что очень жарко и страшно. Ага. Сейчас Денис проехал 10.89 и снова победа. Так, сейчас немного Денис расскажет, что он доработал по салону и по багажнику. По салону все довольно-таки просто. Сняли сиденья, но они в принципе не особо тяжелые были, просто лежат два ковша. Короче, у тебя два по-спортивному. таких, скажем, максимально легких ковша. Ну, не максимально легких, там по, насколько помню, 8,5 килограмм ковш плюс крепление. Крепление, наверное, тяжелее, чем ковш. Ну, все дверные карты на месте, сиденья все на месте. Задний диван убрал для того, чтобы закрепить ремни, но позже сделаю крепежи, и задний диван также будет на месте. Это монитор, который позволяет следить за всеми показаниями машины, писать там кратковременный лог, записывать, фиксировать все максимальные точки, а также есть система варнинга, то есть когда у нас превышает температурный режим, у нас она предупреждает о том, что надо остановиться и прекратить движение. Открываем, смотрим, ребята. В багажнике все просто, у нас стоит бачок водометанола, насос водометанола, огнетушитель и подготовка под закись, то есть дальше меньше. Так, я понял, что ты вопрос с легким аккумулятором не решал специально для того, чтобы загрузить заднюю ось. У нас наоборот, то есть с задней части проблема с зацепом, поэтому нет смысла. Расскажи по Audi, какие доработки, сколько сил? 700-750 сил. Третий стейдж. На спирте? На спирте. В общем, Будем строить, братик, будем строить. Мало, слабо. Денису будет не сладко, да? Будет тяжело. Победил этот ДМС. 10-156. 10.156, Левая очень дорожка. серьезное время. 10-6. Денчик проиграл с результатом 10.6. Спереди, я так понимаю, что ходовая родная. Спереди ходовая вся стойки с 90-ка. Ага, вот так вот. Она была праворукая, я переделал ее полностью под левый руль. Короче, в принципе, ходовая что на тройке, что на копейке, она... Один в один болтон подрамник сняли с одной машины, поставили на другую. То есть спереди максимум, что это доработано, это стоят драговые магниевые диски, велды и резина, соответственно. Какой вес диска с резиной такой? Блин, вес диска, наверное, в районе там, что 2,5 килограмм. Да, очень легкий.
Так, хорошо, это специальная пластина, которая удерживает... Это пластина для того, чтобы у нас охлаждение, скажем так, выдувало максимально интеркулер и не уходило по сторонам. Я видел у тебя селектор от F-серии. Да. Скажи, ты что, воткнул 8-ступ? Да, установили 8-ступку от F10 8HP70. Вот так вот, ребята, видите, в старой копеечке 8 года стоит свеженький автомат ZF на 8 ступеней. Вот поддон стоит от... Поддон алюминиевый, да. Да, М5 F90. Так, потому что я помню, что пластиковый поддон. Да. Вот Ну, он тот самый флажок для включения нейтральной передачи, если что-то не так с машиной. Вот, то есть доработано охлаждение коробки, убран полностью теплообменник, установлен фронтальный радиатор с вентилятором. То есть у нас максимальная температура масла в коробке 85 градусов. Такой серьезный, скажем, даунпайп. Да, вот тут мы можем увидеть турбину, то есть она штатная, все на штатных крепежах, без всяких лишних моментов. Денчик сразится с Audi S8 на Stage 2. Она черная, брутальная и очень крепкая. По остальному, в принципе, тоже все сток. Единственное, что это мы установили задний редуктор с передаточным числом от E60. У него передаточное число, что они более короткие? 25, нет, наоборот, подлиннее. Длиннее. Немного, да. Ага. Сейчас что дури много, момента много, надо... Да, передача длиннее. Так, я понял. Вот, в принципе, Задняя всё. балка. Задняя балка тоже с 90-ка стройки. Значит, из, скажем так, из тюнинга, колхозинга это регулируемые задние два рычага схождения и развала, вот еще один рычаг. То есть для того, чтобы настроить идеальный исход-развал конкретно для драга. Это драговая резина, она тоже легкая, но такая небезопасная. Это резина нашего товарища, которого зовут Микки Томпсон, да? Да. Томпсон, настало твое время. Ну, он, конечно, слегка лысоват, но цепляет хорошо. Лучший результат по динамике это у нас 0-100 3.06, 100-200 6.0 и квотер 10.5 и по телеметрии, и по драге. Ты это сам все делаешь или спонсоры помогают? Ну, пока приходится самим, вот, своими силами, своими средствами помогают в сборке, в технической поддержке наша компания MotorWelt. Вот. А что касаемо финансового, да, пока сам, надеемся, скоро появятся у нас спонсоры и можно будет уже удивлять намного сильнее народ. Скажи, пожалуйста, какой бюджет твоего проекта? Бюджет в районе 13-15 тысяч евро. Хорошо, если тебе клиент пригонит такую машину, привезет мотор и все необходимое, ты построишь такую пушку для клиента? Да, конечно, можем собрать и подготовить и показать людям, что можно ехать не за все бабки 10,5 или там 10,6, а можно достаточно бюджетно. Красава, красава. Денчик победил. У него 2 медали, первое, второе место. Дизель объехал B58 в стрит-классе, как это ни странно бы звучало. Вот, а второе место ехал с легендарной Волгой
Вот, ну, второе место забрал. Которая наша отечественная Волга. Наша. А вот и Вова Волговод с первым местом. Рассказывай, как мы боролись. YouTube-канал «Крутящий момент» вместе с Анлимбуст проводит розыгрыш. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам достаточно подписаться на наши инстаграмы, Пашин, мой, а также Дениса Анлимбуст. Ссылочки мы все оставим в описании. После этого нужно перейти в инстаграм Дениса, найти видеоролик с названием «Розыгрыш» и в этом видеоролике в комментариях предложить Денису название для его проекта. Потому что Денис все еще не выбрал название для своего лютого дизельного проекта. Разыгрывать мы будем футболки фирменные Анлимбуст, а также наклейки. Все очень модное, красивое. Обязательно всем, кто выиграет, мы отправим в любую часть бывшего СНГ. И ровно через неделю после того, как выйдет этот видеоролик, мы подведем итоги розыгрыша. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Дениса и его крутого проекта. Всем пока!